Смарт-часы с водонепроницаемостью 5 атмосфер, стандартом защиты MIL STD810H, AMOLED-экраном на 2,13 дюйма, поддержкой технологии Always On Display, аккумулятором на 850 мАч, временем автономной работы до 30 суток на одном заряде аккумулятора, поддержкой более 100 видов тренировок, мониторинга пульса, SPO2, уровня стресса и сна, поддержкой функции Bluetooth вызовов, и обо всем этом нам сообщает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Halo Iron N1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной, хорошо оформленной упаковке. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Вес смарт-часов 89 граммов, они очень тяжелые, а габариты составляют 47 на 59 на 15,6 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, это я разыгрываю смартфон ежемесячно Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов, и либо в описании, либо в комментарии указать свое имя в Telegram, подписаться на Telegram-канал скидок. Если вы это сделаете, то не забудьте посмотреть, какие там бывают приятные цены на разные смартфоны и не только, и просто ждать стрима. Если вы победите, я вам напишу, на стриме присутствовать не обязательно. Стримы проходят с розыгрышами на канале для стримов. Отзывы в группе ВК по ссылке также в описании. Переходим к обзору. Iron N1 поставляется в черной и серой расцветке корпуса, что уже привычно для смарт-часов от Halo. Дизайн модели интересный, особенно в черной расцветке, так как в серой они выглядят как большинство смарт-часов такого формата. А именно смарт-часы с повышенной прочностью. Но опять же, прочные, никакого сапфирового стекла с фронта здесь нет, а корпус выполнен из металла. Тыльная часть из матового пластика. Собрана модель неплохо, по эргономике все так же хорошо, но вот из-за веса смарт-часы подойдут немногим, так как они тяжелые. Во время носки смарт-часы ощущаются, запястье под ремешком потеет, но ремешок не натирает. Далее, на корпусе смарт-часов расположили динамик, микрофон, магнитную область с контактами для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений, акселерометр и датчик кислорода в крови. Для управления, кроме сенсорного экрана, есть 3 механические кнопки. Кнопка с левого торца отвечает за переход к тренировкам и начало тренировки. Верхняя кнопка с правого торца предназначена для включения и выключения экрана, а также для вызова окна с выключением, перезагрузку устройства, совершением экстренного вызова и включением режима сирена. Но она не работает по какой-то причине. Нижняя кнопка с правого торца отвечает за переход в меню и возврат, а зажатием можно вызвать голосового ассистента, который работает в паре со смартфоном. Функция подкрутки отсутствует, что странно. Кнопки нажимаются очень плохо, использовать их неудобно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED HD экраном на 2,13 дюйма с разрешением 410 на 502 пикселя и плотностью пикселей в 331 ppi. Экран плоский, рамки минимальные, за что плюс, как и за то, что экран слегка утоплен. Система доступна на русском языке, шрифт читабельный, но перевод изредка некорректный. Скроллинг не плавный, перемещаться по интерфейсу слегка некомфортно из-за подтормаживания, но в целом возможно. Яркость на 100% 800 люксов, автоматической регулировки яркости на борту нет, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса нет. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, а функция для включения экрана поднятием запястья работает нестабильно. Опять же, ждем обнов, но не факт, что допилят. Тапом включить экран нельзя, но его можно выключить, накрыв ладонью. Для персонализации производитель предоставил 4 стиля меню и сортировку виджетов, но сортировать приложение в меню возможности пока нет, как и панель быстрого доступа. Технология Always On Display на борту, но она простая, с 2 стилями отображения. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой в целом есть все необходимое, только вот я не обнаружил фонарик, за что минус. Свайп снизу вверх уведомления, слева направо еще одна панель быстрого доступа, а справа налево виджеты. Меню не особо большое, в нем есть дыхательные тренировки, измерение уровня стресса, пульс и SPO2. Все эти показатели можно измерять как вручную, так и в автоматическом режиме. Мониторинг сна также на борту. В плане мониторинга показателей здоровья данная модель также показала себя, как и большинство других моделей от Halo. Пульс и SPO2 у воздуха смарт-часы не считывают,
высвечивают во время активности показатели часто некорректные. Сон мониторит смарт-часы неплохо, но с фиксацией времени отхода ко сну и пробуждению все это также работает не очень. Графики измерений на смарт-часах отображаются, и настроить мониторинг можно только через фирменное приложение, но не через смарт-часы. По тренировкам все довольно скудно. Настроек для тренировок нет, как и нет автоматического распознавания активности и встроенной GPS-навигации. Ко всему, во время тренировки нельзя пользоваться музыкальным плеером, и, разумеется, тренировка не может работать в фоновом режиме. В меню также есть телефон с набором номера, недавние вызовы, контакты, которые можно синхронизировать со смартфоном, уведомления, настройки, калькулятор, погода, активность, секундомер и таймер без возможности работать в фоне, за что, опять же, минус. То есть мультизадачности нет. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, компас, бесполезный барометр, а также музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, потому что загрузить на смарт-часы что-либо нельзя. Bluetooth-кнопка для фотосъемки, которая работает только в паре с фирменным приложением. И это тоже не особо удобно. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, подключить внешние Bluetooth устройства, подключить смарт-часы к Wi-Fi возможности нет. И встроенного NFC модуля тоже не завезли. Благодаря функции Bluetooth вызовы, динамика и микрофона со смарт-часов можно звонить. Для коротких разговоров в тихой обстановке в целом подойдет, но не больше. Динамик довольно тихий, да и микрофон не студийный. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, а вот смайлики нет. Отвечать на уведомления возможности тоже нет. Могли бы хотя бы добавить быстрые ответы. Вибромотор хоть и настраиваемый, но очень слабый. Далее, емкость аккумулятора 810 мАч, полный цикл зарядки занимает довольно много, а именно 3 часа 45 минут, но и время автономной работы нестандартное. По моим тестам, без включенной технологии АОТ они могут прожить до 23 суток на одном заряде аккумулятора. Далее, есть стандарт защиты MIL STD810H, я протестировал их на водонепроницаемость, окунув в проточную воду, мой экземпляр остался жив. Но я не советую ходить со смарт-часами в баню, купаться в горячей воде или купаться в соленой воде. Ко всему, на смарт-часах нет тренировки с отслеживанием плавания, на секундочку. Летим дальше. Halo Iron N1 работают в паре с приложением Halo Fun. На первой странице в приложении отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство с профилем. На главной странице с часами мы видим заряд в процентах, магазин с циферблатами, которых не особо много, но в целом выбрать есть из чего, и установить любую фотографию на заставку, разумеется, можно. Помимо перечисленного, также есть возможность настроить напоминания, мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов и обновить прошивку. Но мне обновления еще не прилетали. Минусы: некорректный мониторинг показателей здоровья, как и мониторинг сна, нет возможности переназначить команды на кнопки, нет GPS, система тормозит, нет заготовок для ответов, мало вспомогательных функций и настроек. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Этим вы очень сильно поможете проекту. Оставите комментарий, в 3 раза больше поможете. Любой. Стараюсь приобретать все интересное на Али и потом вам рассказывать. Резюмирую. Умные часы Halo Iron N1 — еще одни смарт-часы от этого бренда, который практически не отличается по функционалу от других моделей. К плюсам отнесу только AMOLED-экран и отличную автономность. Если для кого-то это основные требования к смарт-часам, то рассматривать Iron N1 к покупке в целом можно. От меня девайсы очень скромная, да, и только на распродажах, так как без скидок на них цена, конечно, оторванная от реальности. И, как говорится, в последнее время подобные умные устройства покупаются исключительно для красоты, потому что можно взять бенды от Huawei или Xiaomi и получить иногда даже больше функционал. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!